Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня мы с вами сделаем тесты всех настроек графики Warhammer 40 000 Space Marine 2. Рассмотрим, какие параметры стоит отключить для повышения производительности, а некоторые даже наоборот поднять, так как на FPS они не влияют, зато делают картинку более приятную для глаз. В общем, подберем актуалочку, от которой вы уже сможете отталкиваться. Плюс покажу пару фишечек на рабочем столе. Тайм-коды присутствуют, а лично я буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео — интернет-магазин keysoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные, а приобретая комплект, можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду КАСКО получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем с основных параметров графики. Фильтрация текстур определяет резкость текстур при просмотре из-под угла. Среднее, высокое и ультра качество скушает одинаково по 1% производительности. Рекомендую низкое качество. Если сильно бросается в глаза, повышаем до средних. Разрешение текстур отвечает за уровень детализации текстур. Переход с низкого на среднее и высокое качество никак не повлияет на FPS, а затронет лишь ваш объем видеопамяти. Ультра же скушает пару кадров, но возможно погрешность. Рекомендую высокое качество, если вам позволяет видеопамять. Тени отвечают за разрешение теней. Переход с низкого качества на среднее никак не повлияет на FPS, а вот уже высокое качество скушает порядка 3% производительности. Я рекомендую среднее качество теней. SSAO создает мягкие тени между поверхностями в окружении, по типу ящики, персонажи и так далее. Переход с выкл по умолчанию никак не повлияет на FPS, зато даст картинке глубину. А вот уже высокое качество скушает порядка 4% производительности. Я рекомендую выбрать по умолчанию, для слабых систем выключайте. Отражение экранного пространства отвечает за качество отражений. Мы можем отключить отражение, выбрать по умолчанию и высокое. Выключенные отражения и по умолчанию никак не влияют на FPS. Высокое в свою очередь скушает около 2-3% производительности. Если у вас система старенькая, выключайте. Для видеокарт 3060 и выше выбирайте по умолчанию. Объемы отвечают за детализацию тумана. Переход с низкого качества на среднее и высокое скушает примерно 3% производительности. Рекомендую низкое качество, но если позволяет FPS, ставьте высокое. Эффекты отвечают за качество частиц, декали на персонажа и так далее. Низкое качество полностью отключает кровь на персонажа, а среднее и высокое отличаются лишь детализацией. Рекомендую среднее качество, но если во время замесов FPS сильно проседает, понижайте до низких. Детализация определяет качество декалей окружения. На FPS практически не влияет, но тут все зависит от локации. Я оставляю на высоком качестве, вы же можете понизить. Симуляция ткани отвечает за частоту той самой симуляции на персонажах. На FPS никак не влияет, но может слегка нагрузить ваш процессор. В этом случае по желанию. Низкое, среднее, высокое. Смотрите сами. Разрешение рендеринга и масштабирование разрешения. Если мы рендеринг поставим на исходное качество и подергаем чисто масштабирование разрешения, мы увидим, что плашка MD, которая нас встречает во время запуска игры, не просто так указана. FSR 2 слегка мылит картинку в сравнении с TAA, но зато бустит более 5% производительности. А вот с DLSS все очень печально, будто бы эта игра антиреклама Nvidia. Но это все до апгрейда драйверов. С их выходом ситуация может поменяться. Выбрав рендеринг на пресет качества, TAA выдаст лучший результат, но будут многие объекты иметь эффект мерцания. FSR 2 все это исправляет, но и понижает производительность. Но DLSS имеет тот же самый FPS, только мыльца наваливает знатно, даже в 2К разрешении. Если и будете использовать масштабирование, рекомендую FSR 2 и выбрать пресет исходное. Для более слабеньких систем смотрите на качество и даже баланс. Режим отображения полноэкранный даст вам дополнительных пару кадров, поэтому используйте. А для слабых ПК можно понизить разрешение экрана до 720p. Должно дать хороший прирост по FPS. Оптимизированные настройки графики на вашем экране.
Ну а теперь давайте сделаем сравнение оптимизированных настроек графики против самых высоких. Нам осталось лишь перейти на рабочий стол и слегка поклацать некоторые функции. Погнали! Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, нажимаем обзор и наша задача перейти в папку с игрой. Далее найти Warhammer 40 000 Space Marine 2 Retail. Нажимаем добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Переходим на изменение стандартных параметров графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Как нам пишет описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Но по дефолту, по крайней мере на Windows 11, эта галочка сразу включена. Можете наоборот ее отключить, сделать перезагрузку ПК, зайти в игру и проверить. Возможно, с отключенной галочкой у вас будет чуть лучше производительность. В принципе, я так и делаю. Оптимизация для игр в оконном режиме. Если у вас Windows 11, то можете галочку эту поставить, она будет работать во всех играх. То же самое, переходим в папку с игрой, нажимаем PKM на Warhammer, Retail, свойства, совместимость и ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Иногда, отключив эту оптимизацию, мы можем наоборот чуть лучше оптимизировать нашу игру, поэтому тут все индивидуально. Проверьте, посмотрите, как будет лучше играться. Для ребят, у которых мониторчики с высоким разрешением, если у вас имеются проблемы, переходим на параметр высокого DPI и ставим здесь галочку на режим масштабирования для высокого разрешения и нажимаем ОК. Далее применить и ОК. Для видеокарт NVIDIA открываем панель управления NVIDIA, переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Warhammer. Если в списке его нет, нажимаем добавить и уже ищем вот в этом списке. Скорее всего она будет здесь. Если же нет, нажимаем обзор и снова же переходим в папку с игрой Warhammer 40 000 Retail, открыть. Здесь мы сделаем абсолютно простецкие настройки. Анизотропка. Я рекомендую выбрать управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его отключаете, выбираем выкл. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная, режим низкой задержки. Для такого формата игр я рекомендую выключить режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности, совместимость с OpenGL, приоритет совместимости и в самом низу ищем фильтрация текстур, качество. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. Базовые настройки для игры мы сделали. Но если вам необходимо повысить FPS еще больше, переходим ко мне в телегу либо в Discord. У меня там лежит архивчик в закрепе, называется архив Байкаска версия 2. Мы его загружаем, делаем распаковку и здесь нас встречают 3 папки и другие настройки. Первая папка — настройка видеокарты. AMD, Intel и Nvidia. Далее очистка, то есть переходим на Delete Them Files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, просто нажимаем отмена. Возвращаемся назад. Папка у меня почему-то сместилась в другое место. Какого х? Далее Delete Them Files. То же самое, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Отмена. Возвращаемся назад. Сразу же мы можем очистить диск C. Нажимаем открыть. Окей. Нажимаем на очистить системные файлы. Выбираем диск C. Окей. И далее ставим везде галочки, то, что нам не нужно. И нажимаем Окей. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую заглянуть в папочку бэкап файлов реестра. Мы можем сделать заранее бэкап. Тут я плюс расписал, как, что и зачем. Типа, если хотите это все вручную
вручную сделать. Далее красиво расписал то, что нужно сделать. Ну и плюс уже готовые бэкапы с файлами реестра. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Частенько бустит около 5-10% производительности во всех играх причем. Но бывает делает хуже. Человека 3-4 мне о таком писали, поэтому будьте, если что, осторожны. Нажимаем PKM, и если у вас Windows 10, нам доступно слияние. Нажимаем на слияние. На 11 винде просто открыть. Далее GameDVR 2 тоже. PKM и открыть. Отзывчивая системы PKM открыть, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и открыть. MSI мод. Делаем запуск от имени администратора. Нажимаем «Да». Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем, игровой режим оставляем включенным, ну и записи игр, если вы сделали активацию этих файлов реестра, после перезагрузки, возможно даже сразу, у вас здесь все это пропадет, как и у меня будет. Ну и, конечно же, схема питания, максимальная производительность. Если вам она необходима, открываем текстовый документ, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем Ctrl+V, если не вставляется, нажимаем просто PKM и Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если нужно будет ее удалить зачем-то, выбираем любую схему, нажимаем на настройка схемы электропитания и удалить схему. Все, у нас все это удаляется. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!